красивое море, обалдеть. Смотрите, какой песок вообще. Так, вот это все огромный такой пляж. Пляж обалденный. Самое, на что надо смотреть, когда покупать недвижку, это... Так, ребятушки, ну что, добро пожаловать в Таиланд. Сегодня у нас с вами Пхукет. Сегодня поедем, посмотрим недвижимость, пляжи, интересные локации. Всех ждем, приезжайте. Если буду на месте, я вам все покажу. Если меня не будет, то мои коллеги, менеджер вам все покажут. Все, естественно, без агентских комиссий, по ценам застройщиков, прямые контракты мы вам делаем. Вот, и застройщиков много, но работаем мы с определенным кругом застройщиков, чтобы все было надежно, чтобы достроилось, все проверено. Поэтому приезжайте, устраивайтесь поудобнее, смотрите все варианты. Вот, может быть, сейчас не хотите купить, может, в будущем захотите, все равно для информации вам будет полезно посмотреть вообще, как здесь что обстоит, как квартиры сдаются, да, почем продаются квартиры. В общем, приятного просмотра. Под видео, как всегда, все доступные способы связи: почта, Инстаграм, Телеграм, WhatsApp, кому как удобно, Телеграм, все есть. Поэтому заходите, пишите. Не только Таиланд, но также Турция, Дубай, Россия. Хотите купить или продать, тоже пишите. Так, ребят, доброго дня вам всем. Сейчас покажу вам комплекс. Это у нас Пхукет, Таиланд. Это Пангтау район. И смотрите, здесь у нас квартиры. Студии начинаются от 40 метров, да, где-то 144 тысячи. Это если в долларах мы сразу пересчитываем. Здесь видите, как сделано на крыше у нас вся инфраструктура. То есть просто так даром не пропадает крыша. Как внутри есть у нас бассейны. Я вот такие бассейны называю лагунами, потому что они такой необычной формы. Так и на крыше есть бассейны. И прям видите, как парки сделаны. Здесь можно ходить, гулять. Вот такие очень классные, интересные варианты, потому что мы сейчас живем в отеле, у нас тоже на крыше своя территория, и это очень классная реализация, когда у тебя там бассейн, площадки, бары. Вот здесь же будут между корпусами мосты, мостики такие проходить, здесь можно перемещаться. То есть из любого блока вы поднялись, пошли по парку, прогулялись, на шезлонге позагорали. И вот так вот в бассейн пошли, поплавали. Так, рассрочка есть, 25% первоначальный взнос, и потом до декабря 2025 года уже идет рассрочка. Очень все удобно, комфортно, беспроцентная рассрочка. Контракты у вас будут напрямую от застройщика, никаких агентских комиссий платить не нужно. Вот от нас, наоборот, только помощь в выборе объекта, комплекса, ну и всех остальных плюшек сопровождения. Повозим вас, покатаем, так что если кто хочет, приезжайте с радостью. Ждем вас, встретим. Я здесь или буду с вами поезжу, или мои коллеги вас встретят здесь, все вам покажут. Очень классный комплекс, у нас много разных вариантов, это не один единственный. Здесь все цены в Таиланде в батах, но я вам сразу на доллары перевожу, потому что мы с вами и Турцию по недвижке, да, смотрим постоянно, и Дубай, и все как бы усредняем на доллар, так будет проще ориентироваться. У этого застройщика несколько проектов, есть подешевле, 125, там уже прям готовы. Это у нас другой район будет, вот еще один проект, вот, и вот этот 1,3 километра до моря. Вот, есть проекты ближе. Сейчас пойдем посмотрим шоурум. One bedroom у нас 44 метра. Здесь при входе нужно раздеваться, потому что все уже так готово, как будто как дома. Справа у нас гостиная, кухня-гостиная, здесь кухня. Здесь у нас встроенная только техника будет, то есть вот эта кухня у вас вся будет, гарнитур, варочная плита, потом это раковина. Так, здесь у нас вариант представлен как с балконом, то есть, соответственно, если у вас этаж будет повыше, у вас будет поменьше балкон. Так, заходим, здесь у нас стеклянная перегородка у нас отделяет кухню-гостиную от комнат. Здесь, естественно, можно шторы себе какие-нибудь повесить, либо вообще отделить, как нравится. Так, здесь у нас шкаф, он тоже встроен, тоже входит. Здесь у нас спальное место и санузел. Да, здесь у нас душевая кабина, все это тоже входит, уже стоимость, видите, все готово. Туалет, раковина, душ, все вот как видите, так и будет сдаваться. Вот, ну плюс можно, естественно, мебельный пакет докупить, если вы хотите сразу от застройщика, там, $7000, ну в зависимости от категории, как вы хотите, уже подороже, подешевле. Вот, можно сами ее закупить, здесь, кстати, IKEA работает. Так, ну смотрите, здесь есть и two bedroom, и разные площади, видите, это 2XL, 87 метров. Не будем прям подробно останавливаться. Кто хочет, можно выбрать любую площадь, студию, one bedroom, two bedroom и так далее. Уже пошло вверх, и виллы, все есть. В общем, приезжайте, да, походим с вами, с коллегами походите, посмотрите шоурумы. Вот видите, это two bedroom у нас уже XL 70 метров. Ага, здесь видите, как распашонку у нас называют на две стороны, туда и сюда.
Не стесняйся, мы любим, когда к нам в кадр попадаешь. Так, конечно, когда заходишь, да, и понимаешь, что у тебя вот так вот все будет готово, ты все обставишь, ты можешь на ощупь пощупать, все, материал, цвет, качество, отделки очень хороший, мне нравится. Двери здесь в Таиланде делаются, ну, что здесь делают, свои фабрики тайские. Так, конечно, качество смотришь, очень нравится мне все. Вот у нас еще, к примеру, one bedroom, 55 метров уже. Так, вот видите, как с детской сделана, там двухэтажная кроватка, санузел, комната. Так вот можно, видите, в санузел попасть и отсюда, из гостиной и из спальни. Такой приятный райончик у нас, Пангтау, видишь, все такое цивильное здесь. Вот после того еще как развитие будет, все достроится. Сейчас где идут стройки, будет еще интереснее. Потому что когда идет стройка, это всегда хорошо. Потому что вместе со стройкой приходит инфраструктура дополнительная. А в Таиланде очень ее развивают очень быстро, активно. Кафе, бар, ресторан, начинают заходить сетевики. Из России у вас не заходит сюда никто? Там эти чайхана. Заходила еще? Местные есть, нет, таких нет пока. Зайдут. Будет хорошо, если зайдут. Пангтау такой самый, да, наверное, интересный район это для русскоязычного населения СНГ. Принято, да, как его называют, это русская Рублевка, Пангтау. Но он действительно, здесь гольф-поля, здесь марина. Это премиум район. Мы сейчас выйдем, походим, посмотрим. Это мы сейчас еще находимся, скажем так, на окраине Пангтау. А потом мы туда проедем, вот там вот вся красота. Как раз это единственный район, на самом деле, в котором есть дорожки для прогулок и, самое главное, для прогулок с колясками, с детьми, потому что в других прям районах, как на юге, к примеру, это большая проблема. Вот я специально еду, прям по-живому вам снимаю. Вот смотрите, видите, стройка, дома, и вот здесь стройка. И причем, видите, как классно, то есть пальмы стоят, и видно, что вот растительность, зелень, они не затрагивают, то есть она остается. То есть, видите, все строится, раз, и сразу же зелененько. И как будто здесь уже это все стоит 5 лет, и, знаете, такое все живое и обжитое при этом. Вот по ощущениям вот нет такого, что едешь на дикой стройке какой-то, и неизвестно, через сколько лет все это достроится. То есть прям уже ощущаешь, что все прям уже готовенько такое, прям приятно. И то это у нас одно место, сейчас дальше поедем, еще посмотрим. Так, сейчас мы приехали посмотреть еще один объект, Пангтау. Вот сейчас нам расскажут про него подробно, про локацию. Сколько здесь до моря? Здесь до моря 850 метров, 7 минут пешком по тротуару, по прямой. То есть не в объезд, никак не извилистыми дорогами, по прямой, по тротуару идем 7 минут и попадаем на пляж. На пляже нас встречает Кетч Beach Club. Здесь такой популярный есть место, да, куда можно прийти с утра, покупаться в бассейне, в море. Там есть лежачки, можно купить клубную карту. Вот, очень любят это место здесь. Оно находится прямо на пляже. Видите, как в бич-клабе можно взять абонемент, да, и вот ты живешь, допустим, здесь, да. Ты туда пришел по абонементу, там полотенце взял, диванчик себе полежал. Да. А питание тоже в эти карты входит или это отдельно? Там, да, ресторан депозитный. Вот так вот интересное решение. Вот, в 10-15 минутах езды отсюда находится Боут-авеню Порто-Пукет, очень такая известная улица здесь, где есть все недорогие рестораны, очень дорогие рестораны, бутики, есть супермаркет, достаточно хороший, с хорошими продуктами, вот. Blue Tree. Здесь находится комплекс, тоже если мы 15 минут отсюда уедем, там есть аквапарк огромный, йоги, спортзалы, рестораны, грузинская кухня, в этом в основном владельцы, почему-то я заметила, что русские чаще всего бывают, в этом грузинская кухня вкусная. И международная школа, здесь тоже есть Head Start вот, рядом. Да, для семьи с детьми. Для тех, кто с детьми приезжает, да, им дают кембриджское образование, кембриджский аттестат, они могут на основании этого аттестата поступать за границу. А какая стоимость обучения там, знаете? Примерно миллионов. Да, миллионов. Бат? Миллионов или долларов? бат. Насколько я знаю, 1 200 000 в год, там где-то вот в таком диапазоне. Head Start, да. Еще здесь есть British. Еще British. British это еще X2. Да. Это получается в год, да, за ребенка? Да. 33 тысячи долларов. Да. Кембриджское образование. Но у них интересная там, А еще конечно. вторая школа есть? Это вот Head Start, она тоже международная, но она чуть, скажем, пониже, да? Да. British это международная, это мировая, конечно.
такая уже сеть, но оно оправдывает там действительно. А какие-то другие школы есть попроще, поменьше Очень много. бюджетом? На Пхукет это Да, да. Есть. Это вот такие школы, знаменитые. садики, да. Это вот такие знаменитые здесь школы, да, вообще здесь много частных школ, частных детских садиков, вот, на любой бюджет, вот. То есть без проблем можно без проблем, дальше. да, вот. Здесь просто так подсвечиваем такие знаменитые какие-то имена, да, и учреждения, да, потому что они не просто так выбирают районы, они всегда ориентируются на то, какая здесь контингент, да, контингент на Бангтау сейчас такой обеспеченный здесь. Здесь больше люди платят за комфорт уже, да, вот. А здесь облагорожен район, да, и можно увидеть часто тротуары, положена плитка, там. Да, то Таиланд славится отсутствием тротуаров. Да, отсутствием тротуаров, плитки, Паттайе асфальта, вот, подстриженного газона. Здесь можно увидеть подстриженные даже там в каких-то формах деревья, вот, ну, то есть такой цивилизованный район здесь, соответственно, он считается премиум класса, вот. Это что касается локации. Так, ну мы с вами находимся прямо на локации. Вот здесь у нас стройка. Вот сейчас София нам расскажет про комплекс Да. поподробнее. У нас сейчас начало строительства, здесь у нас забиваются сваи, вот, получены все разрешения на стройку уже EIA, Building Permit, и земля у застройщика находится в собственности. А здесь стройка начинается только после разрешения, да? Не обязательно. Строительства. То есть могут и так начинать Да, некоторые есть застройщики. некоторые застройщики, да, которые без разрешений получают их либо в процессе стройки, либо не получают их, и очень грустно всем Ну от да, этого. такое бывает в Турции тоже, поэтому мы выбираем только тех застройщиков, у которых все четко и нет никаких рисков. Да, документы в открытом доступе, мы можем их предоставить покупателям вот, по запросу. Поэтому, да, стройка уже началась, и мы с вами заезжаем в комплекс. На первом этаже нас встречает ресепшн, на втором этаже детская игровая комната, ресторан и спортзал. В центре у нас вся территория – это бассейн 1800 квадратов. То есть, по сути, вся территория комплекса Очень – большой это вода. бассейн. Да. А вот на первом этаже у них нет выходов своих на бассейн. Со второго этажа есть pool access, выход в бассейн. Вот. Первый этаж парковка. Первый этаж парковка. Да. То есть Второго- у этих второй этаж есть выход на Да, бассейн, с балкона. свой? На макете у нас балконов здесь не отображено, вот, но вообще у каждого юнита есть свой балкон. Здесь. Вот такая упрощенная модель у нас здесь, просто схематично показать. Да, внутри, вернемся к самому большому бассейну, 1800 квадратов, здесь будут посажены пальмы, спроектированы уже деревья, да, они будут готовы привозиться. Здесь дорожки, лежаки, и в центре будет небольшой бар, он будет так красиво светиться вечером. Вот, все квартиры у нас смотрят внутрь, на бассейн, да, то есть переживать, что что-то построят через 2 года, например, перед окном, не нужно будет. Вот, для инвесторов это сейчас очень важно, потому что если вид портится из окна, да, это очень сильно влияет на следующую сдачу в аренду. Вот, здесь за это переживать не нужно, здесь всегда будет голубая водичка, да, бассейн огромный, здесь достаточно большое расстояние между зданиями, вот, здесь 26 метров, здесь 29 метров, вот. Крыша будет не эксплуатируемая, да? Неэксплуатируемая, да? Крыша не эксплуатируемая. А парковка, в каждой квартире одна парковка, да, идет? 75 парковочных мест, здесь по закону 30% должно быть парковочных мест от общего числа. Всего квартир 231. Здесь, да, это не большой комплекс, вот, и не маленький, вот такая золотая середина. То есть не к каждой квартире будет хватать Да. парковочного места, да? Нет, смотрите, здесь 30% в Таиланде это больше, чем достаточно считается, потому что здесь не все ездят Ну на да, машинах. не все живут. Здесь чаще всего используют байки, и если это курортная зона, то, как правило, люди могут даже не снимать транспорт здесь. Вот, для этого у нас предусмотрен шаттл-бас. Будет шаттл-бас также до моря. Ну, тут идти пешком сколько? 13 минут? Ну, 10 10 максимум. минут, 10, да. 700 метров. И все, это на Вот. море. Это то, что касается наполнения. Да? У нас здесь односпальные и двухспальные апартаменты. Односпальные 35 квадратов, двухспальные 70 и 75 квадратов. Студии нет. Студии нет, вот, здесь односпальная, полноценная, отгороженная спальня. Мы сейчас в шоу-юните посмотрим, как это выглядит. От какой цены начинаются? Сейчас цена от 135 тысяч за квадратный метр. Это бат. Бат. За квартиру сколько получается? 4 725. У нас получается 4 миллиона 725 тысяч бат.
Вот для нас, как мы привыкли в долларах, сразу вам конвертирую, 131 тысяча долларов. Потому что у нас и Турция, и Дубай постоянно, и мы сразу в доллары, чтобы вам было удобнее. Пойдемте еще в юнит перейдем. Вот. Так, отправляемся с вами в шоурум. Это у нас two bedroom, да? Две спальни у нас получается, здесь гостиная, да, в центре островок. Островок может использоваться как рабочая зона и как обеденный стол. Здесь используется спрессованная древесина, да, можно резать что-нибудь и не Как вредить. столешницу использовали. Да, как столешницу, вот. Далее на кухне у нас используются огнеупорные вещества здесь, да, в материалах можно ставить горячее, не будет следов оставаться, вот. Большие раковины. 400 тысяч бат стоит мебелировка. Это какой квартиры? Двухспальный. Двухспальный, да? Да. Полностью, да, все уже прям. Да, все, что встроено, отделка, все, что мы не можем отдрать от стен, если мы возьмем квартиру, перевернем ее кверх ногами, все, что упадет, это считается дополнительный мебельный пакет. Если проще говорить, это движимая мебель и техника. Вот. Она докупается дополнительным пакетом, готовым, 400 тысяч бат. Вот. Его У можно, нас получается 11 тысяч долларов на данный момент по текущему курсу. да, его можно не покупать. Можно на свое усмотрение, да, ее купить, эту мебель, вот, но, как правило, чаще всего это удобнее. просто Ну да, потому это на двушку, да? что на двушку, На да, однушку это подешевле, да? будет? подешевле, да, мы сейчас в однушке проговорим. Ну, то есть вот эта вся кухня, все, вот эта мойка, это все входит. Это Ну, все по входит, да, стандарту не во всех входит так, стиральная вытяжка. машинка, винный шкаф, микроволновка, холодильник, вот. А Телевизор. духовые шкафы у вас бывают? В Кондо Духовка? я редко видела в Кондо Вот я тоже духовые смотрю, шкафы. что да. Духовые вот, вот Ну, это духовка, вот да, печечка, да. Да, здесь не Редко очень. ставят. Обычно просто микроволновка и плита. Да, здесь И редко вытяжка. ставят. Здесь она есть, кстати. Духовые шкафы, они больше уже на билах Мгм. предусмотрены. Вот здесь главная спальня у нас, мастер-бедрум, она называется, Вот да? эти шкафы, они тоже встроенные, Встроенные, уже да. идут, да? Здесь у нас ванна, есть в центре спальни, да, задумка такая, сейчас вообще мода пошла на ванны, да, вот, курортная зона в аренду пользуется большим спросом, да, по статистике на Airbnb, на Booking, если есть Ну что-то да, да. такое, как изюминка, вот, вызывает больше кликов, как минимум объявление всегда выходит наверх, вот, ну и так как мы в курортной зоне, сюда приезжают на медовые месяца, какой-то отпуск, вот, чаще всего это так вызывает такие В крайнем положительные случае, если кому не эмоции. надо, всегда можно убрать. Если не нужно, да, по умолчанию это так, если не нужно, ее можно на этапе сейчас бронирования сказать, что нам не нужна ванна, мы ее просто демонтируем, будет шире спальня. Интересное такое решение. Да, вот здесь в каждой спальне свой санузел есть дополнительный, да, душевая кабина, раковина. Ну, все это, естественно, тоже входит в стоимость. Это Вот так входит, вот прям да. все готовое Да. обычно. Вот, и дополнительная, Здесь у нас гостиная, да? Здесь Гостиная, вторая да. комната. здесь вторая комната, она как гостевая, детская, вторая, да, считается, вот здесь И тоже со есть свой вторым санузел и санузлом, да. гардероб. Все шкафы, вот это тоже считается встроенным, Да, это это уже идет считается тоже встроенным. в комплект, да? Только кровать, получается, кровать тоже считается Вот встроенной. эта кровать встроена, в главной спальне не встроена. Ну, тут уже без пакета у вас практически здесь все будет. Да. Заезжай, живи. Заезжай, живи, как я Вот. все время тоже говорю. Так, а отопления здесь нету Ну отопления, нет да? же, Оно здесь не плюс нужно. 33. Здесь всегда Какой тепло, класс, только только охлаждение. охлаждение. Но Есть только кондиционеры охлаждение. все равно работают на отопление, да? Или Нет, ставят нет. только на охлаждение? Только на охлаждение, да. Зачем? Ну, у нас в Турции зимой иногда надо подогреваться, хоть у нас ну и нет, плюс здесь же 15. круглый год, 33 градуса, подогреваемся. здесь не бывает холодно, вот, поэтому... Здесь зимой, наоборот, охлаждаться надо. Да, да. И вот такие балконы, да, получается? Да, и балкон. А балкон один, да, в двушке? Да. Так, ну Центральный. здесь вот я обычно лежаками меряю, лежак плюс стол. Ну, лежаки можно на бассейне, например, найти. Это уже дополнительно, Ну, его- получается, как пакет идет. Его можно раздвинуть, как кресло сделать. Да, его можно раздвинуть Да, на вот две это части, сделать как два кресла, вот. Ну и сдвинуть, получается, здесь в целом даже очень высокий человек поместится Да. после вечеринки. Есть какой вид собственности? Здесь или лишхолд, и фрихолд на выбор. Вот. А, то есть можно и то, и то. А цена зависит? Да, если лишхолд, вы платите только регистрационный налог, если фрихолд, вы доплачиваете к стоимости любой квартиры у нас на проекте 300 тысяч бат. Угу. Неважно, однушка или двушка.
Неважно, да. А, от 300 тысяч бат. За Нет. двушку по- Нет, 300 тысяч бат и на спальную, и на двухспальную. Мгм. Лишхолд — это когда вы берете на 90 лет. Да. Вот, это вы платите 1,1% налог за регистрацию. Если вы берете фрихолд, это квота на иностранцев, да, мы только 49% наших квартир можем продать во фрихолд иностранцам. И вы покупаете эту квоту у застройщика за 300 тысяч бат. Мгм. То есть у Таиланда иностранцы могут владеть только 49% Земли. Помещение. земли. Да, да. Соответственно, у Таиланда есть выделенные квоты. Эти квоты, они, конечно, само собой в ограниченном количестве, но разница листхолд, фрихолд, Ну вот как и цена вот в Паттайе, там можно купить на фрихолд, вернее, можно купить на тайскую квоту, и цена на квартиру будет дешевле. нет, здесь, Здесь такого дополнительно нет? идет. Нет, здесь не дешевле, здесь просто вот оформление права собственности 1,1%, а фрихолд это 6,3%. То есть это сразу 300 тысяч еще Дополнительно. да. А, и 6% еще 6,3 налог. это за оформление права собственности, да. Мгм. 6,3% от стоимости, да? Да. По юридически это одинаковое, это вообще английское право, то есть и leasehold, и freehold это твое. Так, ну получается здесь 6% налог на оформление, в принципе, стандартно, то есть у нас в Турции 4% пока что, хотя тоже хотели сделать 6%. Поэтому это можно даже в расход не брать, это всегда как доп. Расход на налог покупки. Так, и давайте с вами перемещаемся в one bedroom, 35 квадратных метров. Да, здесь 35 квадратов, это считается односпальная, потому что у нас спальня полностью зонирована от гостиной общей зоны, да. Вот здесь прямоугольная планировка у нас, и поэтому вдоль стены у нас идет стиральная машинка, кухня, есть рабочая зона. Для Таиланда это не всегда есть рабочая зона, вот у нас здесь она есть, здесь тоже большая раковина, вот, есть места для хранения, варочная панель. Вот, и здесь у нас гостиная достаточно просторная вместе с санузлом. И мы с вами в спальне, да, оказываемся здесь, она полностью отграждается, да, от основной зоны, и попадаем на балкон. Вот, балкон будет выходить на бассейн. Так, на односпальную квартиру у нас пакет мебели стоит 250 тысяч бат. Угу. Этот шкаф уже встроенный и так Да. идет, да, без доп. Пакета мебельного. А на шторах, на окнах у вас бывает роль ставни снаружи, которые закрываются? Нет. Если не практикуется такое. Снаружи? Ну да, то есть ты нажимаешь кнопочку, у тебя роль ставни снаружи закрывается от солнца, чтобы защищать. Я вообще такое У не нас в Турции это очень Да? распространено, да, это такой профиль металлический, внутри пенопласт. Класс. И у тебя очень сильно отрезает, ты к окну подходишь в нем, оно у тебя не горячее, потому что это отрезается. Хорошее этим. решение. Здесь, видимо, Ну, никто. сейчас привнесем. Можно смело заходить с бизнесом, открывать компанию по производству роль ставни. Вот здесь и площадь внедрению как к раз вот застройщикам. всё считается вот все вместе. Угу. Ну, по внутренним стенам. А в России же так же. Ну, без балкона в России жилая считается, но в Турции у нас еще бывает нетто, бывает брутто. Брутто — это когда вместе с зоной лифта вот это все на всех делится. И очень часто обозначается площадь брутто. Так, и вот здесь у нас еще один санузел. Ну, у вас просторные санузлы, можно спокойно здесь в этом санузле ванну поставить. Это все тоже входит в стоимость. Так, здесь у нас вот при входе шкафы. Вот это тоже, да, все встроено. Да, да. Стиральные машинки. Ну, это отдельная стиральная машинка уже дополняет. Старт проекта был в ноябре, да? Сейчас Да. сваи, да, забивают? Сейчас свои забиваются, да. И распродано на сейчас сколько? 40%. 40%. Да. С ноября. А сдача когда у нас планируется комплексно? Декабрь 25-го. Мгм. Вот, соответственно, да, из-за того, что здесь у нас старт строительства, у нас платежи привязаны к этапам стройки. То есть основной платеж у нас для того, чтобы снять квартиру с продажи и зафиксировать цену, мы вносим 200 тысяч бат депозит. После этого в течение месяца мы вносим основной платеж 35% для подписания договора. После этого все платежи будут привязаны к датам и этапам стройки. То есть следующий платеж у нас 20%, он будет у нас через полгода, в июне 2024 года. Далее у нас следующий платеж еще через полгода, когда будет каркас, уже да, над каркасом мы будем работать. И так каждый этап 15-10%, следующие по полгода мы платим до декабря 2025 года, и в конце мы платим дополнительные платежи. Ну, в общем, удобная, мягкая рассрочка, внесли и платите. Беспроцентная, что самое главное. И Да. это не банк, всегда, если что, можно на самом деле договориться немножечко там, если надо, чтобы денежку куда-то вывести, привезти и подождут.
иногда договариваемся. Поэтому все лояльно, на самом деле, очень. А вы смотрите, всего 231 квартира, и вот 2 месяца идут продажи, 94 квартиры уже проданы. Да, это связано в основном с тем, что хорошая локация, застройщик. Да, очень интересный проект, локация классная, здесь так тихо вроде бы, ну и с другой стороны от моря близко совсем, да, 700 метров, и до всей тусовки тоже очень близко. Сейчас мы с вами прокатимся, я вам тоже покажу все это место. На 131 тысяча долларов у нас, получается, это какой этаж будет? 5-6. Это что, это минимальная цена, да? Да, минимально. Мгм. А здесь, получается, если ниже, это дороже? В этом проекте, да. Чаще всего в проектах, да, чем выше, тем дороже. Вот. Но из-за того, что здесь центр притяжения бассейн, вся инфраструктура находится, вся красота, как он находится внутри, здесь чем ближе к бассейну, тем дороже. Мгм. Ну, я по опыту скажу, чуть повыше тоже получше, потому что будет потише, поэтому можно за 121 брать 5-й этаж вообще смело. Да, Даже не думать. для тех, И цена кто- лучше, и на самом деле этажность хорошая. Ну, в общем, мы как со своим опытом поможем вам определиться с планировкой, с квартиры, как лучше выбрать, соотношение цены и качества, локации, тишины. В общем, все по вашим хотелкам. Кто-то любит, наоборот, где пошумнее, да, прям ближе к бассейну, там, 2-й этаж, чтобы движуха была тоже. Так, вот прямо здесь у нас стройка идет. Видите, все зеленое вокруг. Банан — это парковка, а вон там вот будет стройка. И вот туда вот 700 метров до моря. Здесь у нас, видите, уже живут, здесь тоже комплекс построенный. Вот так вот по прямой 800 метров туда и все, и на море пришли. Так, ну вот у нас дорожка идет к морю. И смотрите, здесь прям вот частично тротуар есть, вот здесь справа. Потому что бывает, что тротуары — это редкость. Но здесь, я так понимаю, сейчас облагораживают все, и уже наболевшие вопросы, связанные с тротуарами, вот видите, он идет, реализует. И нам вот показывают 70 метров, ну сколько? Ага, и 70 Полторы минуты, метров, да? ну да, мы минуту-полторы едем. И вот. Очень много открылось разных кафе, барбершопы. Вот с прошлого года. Ну да, прям видно вся инфраструктура, вон там есть и Развивается барбершопы, и все есть. И вот здесь как раз вот эти бич-клабы, это бич-клаб, что это, кто не знает, это летний клуб такой, где ты можешь арендовать шезлонг, кровать целую, если на семью, допустим, или на компанию, еда, ну, всегда это классная музыка. Вот мы сейчас как раз подъезжаем. Это один из самых популярных, Catch Beach Club называется. Ну, вы могли видеть, в некоторых выпусках я показывал, мы Да, очень вечерком популярный. ходили в бич-клуб. Да. Так, ну что, заходим, это у нас Cage Beach Club, посмотрим. Вот, ну, цены я даже, наверное, вам не буду показывать здесь. Да, и вообще примерно все одного цены, все не очень дорого стоит. Но какая, смотрите, здесь красота. Так, смотрите, как красиво бар. Там можно посидеть, хоть здесь на улице, хоть там, в тенечке, под кондером. Какое красивое море, обалдеть. Все здорово. Это у нас прям вообще классное место. Супер, да? Да. И вот оно и вечером, и днем, и всегда и утром завтраки. Так, вот это все огромный такой пляж. Это Пангтау. второй по протяженности на побережье, один из самых длинных. А смотрите, какой песок вообще. Песок, Великолепный. Такой как мука. беленький. Классно. Здесь же, да, и гидрики есть, и лодки. Абсолютно Можно все всё, сесть, да, куда-нибудь да. уплыть. Яхту можно арендовать, можно лодку И сплавать. поехать можно рыбок даже, да, посмотреть. я Конечно, знаю. конечно. Снорклинг здесь очень популярен. Слушай, пляж обалденно огромный. И есть, знаете, классно. Если хочешь, не хочешь в бич-клаб, тут садиться. Пошел вот в тенечек лег. Сразу вижу там пихта-облепихта наши любимые. Взял себе накидку, купил, если вы любите там эконом-режим, да, не хотите шезлонг. Раз, накидку кинул, полотенце взял, все, в зеленушечку туда лег, сидишь, загораешь, отдыхаешь. Самое, на что надо смотреть, когда покупаете недвижку, это доступность пляжа, если покупаете недвижку на курорте, скажем так, да, на отдыхающей зоне. Почему? Потому что бывает такое, что вы недвижку покупаете, от моря у вас там 300 метров, а моря такового нет, потому что это какой-то обрыв, скалистое место. И все, на пляж пойти некуда, и вам получается до пляжа по факту там 4 километра куда-то ехать. И здесь все 800 метров у нас. Оп, вы пришли, и у вас, пожалуйста, пляж. Места очень много, всем хватит. Вот, видите, у нас сейчас разгар дня. Вот, но на такой протяженности пляжа места точно всем хватит. Это южная часть, здесь более такое, как бизи, да, то есть здесь много на людей, такое движение. А если, допустим, утром знаменитые здесь прогулки, мы любим здесь все гулять, когда рассвет
И в ту сторону, если мы пойдем, это северная часть пляжа, и там гораздо спокойнее. То есть, если кто любит уединение, тишину, то это вот просто Вот по туда. направлению, да. Пошел и все. Не, ну Но с мы там таким... будем, там очень тихо, Мы туда красиво. тоже доедем, там тоже застройщик посмотрим. В общем, разные варианты есть. Хочешь поближе от моря, хочешь подальше. Очень классно. То есть заряд он всем пенных, морских, как всегда. Ну, естественно, когда песочек, море чуть-чуть баламутится возле входа, но я вон там вот вижу прям, ну все, уже там прозрачность пошла. Вот тот цвет уже глубину означает. Ну, здесь вот заход, вот видите, девушка стоит 50 метров от моря, ей по пупок, скажем так. Такая глубинность тут, то есть более-менее плавный заход. Так, ну что, тут прям заливные дожди, проливные, что из дома не выйдешь? Да. Или как? Нет, здесь на самом деле очень комфортно, круглый год. Почему Пхукет так и приобретает все больше и больше мировую славу? Потому что даже в официальный сезон дождей, который считается летом, на самом деле здесь сейчас такого нет. Потому что ввиду мировых климатических изменений дождь, либо он очень быстрый и короткий, ну максимум несколько дней может. Официальный сезон дождей отменили. Короче, почти круглогодичный сезон здесь сейчас стал. Мне сейчас, знаете, везде все поменялось. Но мне прям очень понравилось, очень классное место. Пляж очень классно. Так, ну и здесь же рядом с морем прям есть еще один проект. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас сразу же офис продаж. Есть вот такие виллы, 700 метров от моря. Вот мы прямо здесь в локации находимся у моря. И вот здесь вот, Даже где мы 400. были, 400 даже метров до моря. То есть вот это посередине, вот эта стена, да, разделяет. То есть это на две семьи. Угу. У каждой мы видим две парковки. Бассейн на крыше, лежаки, видите, зона отдыха и зона на первом этаже. Там, видите, даже крыша у нас получается как третий этаж. Снизу гостиная, спальня со своим санузлом есть. В втором этаже тоже спальня есть. 350 где-то квадратов. 350 квадратов. Один дом. Да, плюс земля. Так, ну кому интересно виллу подробнее, я вам вышлю, пишите, пришлем вам Это проект. первый тип, да, я добавлю. Вот это один тип, который на две семьи, а есть еще Отдельная вилла полностью. отдельный. По ценам, что у нас на эту виллу? 34 миллиона. Это все в бат. Бат. Мгм. 34 миллиона Половина виллы. с разделением. И 53 миллиона, если самостоятельные на одну семью. Вот. Но это уже и площадь. 3-4 миллиона, это у нас получается 943 тысячи долларов, или 86 миллионов рублей. 53, Да. Их всего таких 35, 4 продано на сегодняшний день. получается 1 миллион 471 тысяча долларов. 700 метров у вас до моря, и вот такая собственная вилла с большим бассейном, здесь уже внизу, здесь бассейн на крыше. Три этажа получается. Смотрите, вот 700 метров от моря у вас будет вот такой вот комплекс. Здесь и виллы, и кондо будет. У нас кондо тоже с бассейном, зона отдыха, лежаки. Часть крыши будет эксплуатируемая. Это, да, комната отдыха большая такая. Вот эти здания, вот которые я подсвечиваю, раз, два, три, и вот это 5-звездочный отель мировой. Еще на сегодня пока не определили, кто это будет, Мариот, Уиндхам или кто. Мы сейчас вот здесь, уже показал Евгений, это собственный бич-клаб, то есть здесь пеше, это вот, собственно, Ну можно да, вот отсюда он прям, увидеть. вот он бич-клаб, вот он пляж, мы прям на нем стоим. Для иностранцев можно приобрести только вот в этом здании и этом, да? в этом, да. Это полностью для тайцев. У них специальная программа будет действовать, поэтому для иностранцев недоступно. И рядом вот мы видим все эти 35 вилл. Который мы сейчас смотрели с вами. Так, смотрите, вот у нас здесь макет, вот так здесь уже хорошо видно, пальмы, все, там у нас шезлонги будут. Зона отдыха тоже. То есть мы смотрим только вот эти здания, которые я подсвечу. Вот это и вот это. Это для тайцев. Здесь 3 вида квартир. Студия 26 квадратов, старт от 4 миллионов бат. Однокомнатная 32 квадрата, старт от 5 миллионов. И двухкомнатная 50 квадратов, старт от 8 миллионов. Ну, получается, смотрите, студия у вас начинается от 111 тысяч долларов. Сразу вам доллары перевожу. И все, и пошли вверх. Там уже кто хочет, можно выбрать. Да. One bedroom, two bedroom.
Ну и по факту уже там приедете, с планировками уже здесь ознакомимся, то есть или я, и мои коллеги вас здесь покатают, покажут вам все, не только по этому комплексу, а разные покажут, самые Вадим, лучшие, проект, проверенные, чтобы которым я вы... подробно расскажу. Было вам из чего выбрать. Так, и мне очень нравится, что они эксплуатируют крыши, просто так не теряют. Некоторые комплексы прям полностью задействованы, все крыши. Здесь тоже и бассейны есть, вечерком очень классно подняться, в бассейне поплавать, насколько мы сейчас живем в отеле. Этот The Marine Phuket тоже так реализован, мне прям очень понравилось. Ну, также парковки везде, да, одно парковочное место, пожалуйста, ставишь. Вот все это бесплатно. Ну, также Турция, Таиланд, это у нас Дубай, Россия. В Дубай я только недавно вернулся, там тоже застройщиков показывал, можете в другом видео посмотреть. Вот, приезжайте. Вот, если я буду на месте, я вас покатаю, если меня не будет, мои коллеги вас покатают, все покажут. И не только с одним комплексом работаем, со всеми проверенными застройщиками, да, именно проверенными. Не то, так, нет такого, что прям со всеми подряд работаем, чтобы все надежно было, потому что отвечаем головой, скажем так. Вот, чтобы все было построено. Ну и также вам надо будет поехать, посмотреть душой и телом, да, ощутить саму атмосферу, где вы находитесь, да, подходит вам это, не подходит. Нет, но если вы удаленно будете покупать, можно удаленно приобрести, тоже пишите, я или мои менеджеры на своих ощущениях, я вам расскажу уже по опыту, да, там, живя 2 года в Турции, там, побывав в многих странах, да, и именно занимаясь недвижкой, я уже понимаю, да, что кому подойдет. Там, с семьей вы хотите жить или для инвестиций, вот, так что все будет вам доступно, все самое лучшее, самое надежное, самое главное. Можете приезжать отдыхать сами там месяц-два, а остальное время в аренду сдавать. То есть варианты совершенно разные есть. И плюс сохранение и привлечение денег. Вот здесь, представляете, за 1 месяц уже 60% квартир продано. Да, вот всего здесь, да. Так что пишите. Скорее, не, ну конечно, цена. Деньги вложил, сдаешь, когда сам не живешь. Так, студии у нас здесь начинаются от 111 тысяч долларов всего лишь. И жители этого комплекса смогут пользоваться своим бич-клабом, который сейчас строится. Видите, сколько у нас здесь народу. Комплекс очень пользуется спросом, уже очень быстро все распродается. Видите, здесь свой бич-клаб будет. Пожалуйста, заходишь и пользуешься. То есть стоимость обслуживания комплекса у вас еще будет входить посещение уже этого бич-клаба. Вот он прям уже готовится. Давайте с вами быстренько посмотрим шоурум. 32 метра квадратных. Справа у нас гардероб, слева кухня. Здесь у нас зона отдыха, гостиная. И здесь у нас спальня своя. Даже с ванной, смотрите, полноценной. С таким стеклом сделано. Так вот все выглядит. Пожалуйста. Лежишь в ванной и любуешься красотой, видом прямо в окошко можно. Ну, это, естественно, шоурум. Помните, у нас он там в зеленушечке будет подача. И балкон такой просторный. Варианты разные есть, если что выбрать прям. Приезжайте, ножками походим, посмотрим. Ну, естественно, на машине поездим, а здесь уже сами ощутите, как все внутри. Здесь поменьше планировочки, площадью есть побольше. Но качество отделки мне очень нравится, прям очень здорово сделано, прям всякие мелочи рассматриваешь, никаких нюансов не видно. Объект на самом деле даже 400 метров, вот прям сейчас точно уточнили, 400 метров до моря получается. Этот бич-клаб вечером вообще потрясающе светится. Смотрите, здесь вот видите, и магазины везде, Топс, 7-Eleven, да, тоже все есть. Да. Барбершопы, то есть инфраструктура уже такая прям активная вовсю. У нас центральная часть Пангтау, да? Улица называется Боут-авеню, знаменитая. Вечером, вот оно, мы заезжаем, вечером здесь все очень красиво светится, музыка, популярный ресторан справа Little Paris, а здесь различные бутики, очень много ресторанов на любой вкус. А слева тоже очень знаменитый, ну я вот так налево проеду, это Вилла Маркет, здесь на любой вкус продукты. Ну, так тут много ресторанчиков. Очень много ресторанов, да, здесь гулять. По пятницам здесь проходят ярмарки. Вот там много есть выход к воде тоже. По пятницам проходят ярмарки, здесь все перекрывается, знаменитые, они годами здесь проходят. Можно различную еду купить, одежду, музыка, концерт здесь проходит. Это все, машина здесь не ездит, все перекрывается. Клубнику прям с машин продают. Там вот грузинский ресторан, тоже различные бутики. Много чего открылось. Вот караоке справа недавно открыли. То есть это прям такая, можно сказать, такая площадь баров, да, ресторанов. Да, совершенно верно. Да. Пришел, гуляешь, он квас настоящий прям написано. Пьешь.
По-русски прям все. Да, здесь очень адаптировано все под русскоязычное население, очень сильно. Сейчас везде так, потому что сами, наверное, приезжают русские, тоже начинают открывать. Очень сильно. Арендуют помещения, открывают без- кафе. Да, такая Мгм. площадь Порто де Пукет, где разные рестораны тоже. Любителям каннабиса, пожалуйста, бутик каннабиса есть здесь. Сейчас все это легализовано. На каждом Магазин. углу по 5. 7-Eleven, пожалуйста. Все для жизни есть, все, что нужно. Аптеки, эксчейндж, обменник. Но здесь, как считается, больше туристическая такая зона. То есть по ценам отличается как-то в магазинах. Нет, здесь одинаково. Здесь живут и как и туристы, так и кто на постоянной основе, как я. Но 7-Eleven это магазин такой сетевой. Мировая Здесь сеть. цены везде одинаковые будут, что здесь, что в другом. Единая Районе. цена, причем все года. Когда-то я жила в Америке, и там цены то же самое, только в долларах. Мы сейчас заезжаем как раз вот в знаменитую лагуну. Вечером это тоже все очень красиво подсвечивается. Прям здесь просто одно удовольствие гулять. Вот ребята едут, можно арендовать такие штучки и кататься. Это премиум такой, дорогой люкс район. Цены здесь на недвижку выше уже, да? чем Конечно, там? да, здесь, конечно же, больше. Ну, здесь площади квартир поменьше, ну, здесь несколько, здесь не так много проектов, вот мы сейчас их посмотрим. Вот эти справа виллы, которые... Старый фонд. Старый фонд, да-да-да. Вот красота начинается, это китайский Новый год прошел, вот они как раз украсили, всегда украшают вот эту часть, Мгм. так Слушай, интересно. ну здесь прям очень, прям классно. Справа лагуна у нас Ну, сама. да, и отличительно сразу мы видим, это вот пешеходные дорожки, чего нет в Ну, остальном. вот русские как-то выбирают все одного типа. Что вот здесь вот русские выбирают. Знаешь, на что это похоже? Кто вот догадался? Мы недавно были. На Blue Waters. Район, который в Дубае русские очень сильно любят, там любовали. Прям вот там как комьюнити целый. Это все вот собираются, Кассия, там же да. прям вот даже дома одного цвета. Обожают. Кассия У нас просто... прям русские прям запрос. выбирают. Прям одинаковый стандарт у нас получается. Но мне Blue Waters сейчас не очень понравился, потому что там как-то узенько и некуда пойти. То есть, если здесь это место сравнить с Blue Waters, Да? здесь более цивильно, да, то есть, ну, тут прям пошел, все, район, а там как отделенный такой островок, соединенный мостом, да, и тебе, чтобы куда-то поехать, надо или такси брать сразу, или идти через этот мост, на GBR ты уже идешь. То есть, мне GBR по локации больше понравился, но для отдыха. Вот жить там тоже как бы очень шумновато. А здесь классно, здесь вроде, видите, так и уютно все. Очень здесь. Да, и цивильно, все так И вот построено, цивилизация прям. сейчас, вот И мы вся были- инфраструктура есть. Вот мы сейчас проехали, я говорила, там проходят ярмарки. Вот здесь тоже проходят ярмарки в другой день. Здесь тоже концерты различные, тоже очень разной еды. Но это просто это прям надо побывать. И мы сейчас едем по направлению к пляжу. То есть, ну вот, здесь, как из фильма, все настолько красивое. Очень красиво, прям вообще. Ну, то есть лагуна, когда попадаешь сюда, то есть у тебя приходит понимание, почему лагуна, почему так они все говорят. Потому вот слева у нас теннисные корты, здесь очень активные различные виды спорта, тайский бокс, падл сейчас очень популярен, большой теннис, маленький теннис, любой. Вот. И вот поэтому в лагуне это все есть, гольф-поля, различные спортклубы мировые. Вот тут тоже, здесь вот лодочку можно взять. У меня вот сейчас друзья вот здесь живут в этой лагуне. Это Ангсана называется, да. Проект вот такой не новый, но всегда в топе, всегда популярный. Этот Бангтао пляж. То есть мы просто здесь посмотреть, развернемся и дальше поедем по береговой линии. Ребят, смотрите, Бангтао, у нас район лагуны здесь. Прям на пляже прогуляемся. Сейчас ехали, смотрели, район вообще обалденный. Здесь его русские облюбовали. Больше всего нравится. Прям он очень сильно мне на Blue Waters похоже кажется. Вот, но здесь чуть по-другому, здесь лучше, потому что вокруг тебя вся инфраструктура. И как бы не отделен островом, как на Blue Waters. Русские там очень любят его. И здесь вот прям выбирают, тоже прям аж похожий дома. Пляж просто, смотрите, широченный, огромный, гигантский. Водные виды спорта. Вот мы с вами вон там вот были. Сейчас вот сюда переместились, в эту часть пляжа. И дальше, смотрите, пляж уходит и уходит просто в бесконечность. Можно на песочке, можно на шезлонге, можно там вот в зеленушечке.
Но место обалденное, мне прям очень заходит. Здесь место называют Рублевкой. Так, вот очень красиво, прям вообще. Смотрите, как все цивильно. Исключительно русские здесь выбирают, очень любят. Ну и вот эта надпись, вот на Новый год здесь было по-другому украшено, так красиво. Вот лагуна написана. Не, очень приятный район, очень классный. То есть ради Прям этого района, понравился да, вообще. едут сюда. Вот шаттл-басы, кстати, ходят. Ага. Здесь посмотрим. Ну, от комплексов, да, прям шаттл-басы. Это очень развито тоже. Сел и доехал до пляжа. Хотя тут все очень близко. Гольф-поля. На машинках с гольф-полей ездят. Просто хотят люди купить квартиру, хотят жить здесь. Год-два. Здесь же за квартиру не дают ВНЖ. А можно оформить элит-визу, она дается на 5, 10, 15, 20 лет. Сейчас с прошлого года отменили 15 лет, у нас тут 5, 10, 20. То есть у нее есть порядок цифр, он оформляется как на одного человека, так и на всю семью. Здесь у нас получается лагуна, это у нас топовая локация. Так, сейчас идет ремонт офиса. Когда вы приедете, уже здесь все будет у нас доделано, готово. Смотрите масштабы офиса, здесь и продакшн у нас будет, и рилсы можно будет снимать, и все. Поэтому приезжайте, здесь лагуна. Офис огромнейший, 3 помещения таких больших, плюс 2-й этаж. Так что места всем хватит. Можно даже сделать инвест-туры, то есть группами приезжать и группами все показывать. Смотрите, сейчас приехали еще на один объект. У нас тут 2 варианта есть. 2,5 километра до моря и 50 метров до моря. Смотрите, здесь цены у нас от 134 тысяч долларов получается. Это у нас, студии, но здесь студии большие, как One Bedroom. Вот, в комплексе, в принципе, все есть там, да, и бассейны, и инфраструктура, и детская площадка. Вот и фитнес есть, все, парковки. В одном, что в другом. Здесь вообще 50 метров до моря получается. И цена у нас 142 тысячи долларов. Так, пойдемте быстренько зайдем, я вам еще шоурум покажу. Шоурум тоже здесь все, мебель полностью вся включена в стоимость. Вот, здесь это студии считается, у нас практически как one bedroom в некоторых проектах. Здесь и полки есть для обуви, шкаф, кухня. Вот у нас тут все. Диван. Вот эта штука у нас вращается. Хотите так, пожалуйста. Так, кровать. Здесь у нас шкафы встроенные. Санузел. Тоже все полностью входит в стоимость. Все как видите. Так вот, 50 метров от моря, представляете? Заехал и жил. Площадь на самом деле хорошая. Да. То есть как one bedroom. Можно еще вот так вот даже отделить. Перегородочку сделать, как в некоторых проектах, типа стеклянный. У вас будет еще кухня-гостиная вот так вот отдельно. И балкон. На балконе еще предусмотрена мокрая точка. Можно туда стиралку поставить. Или же раковину, там, шашлыки там. Жарить себе, гриль, если какой-нибудь возьмете. Это у нас шоурум. Так, конечно же, мягкая рассрочка. 35% сносим. И потом до окончания строительства 2 разных варианта. Есть декабрь 2024 года. Конец вот, и есть 26 года второй проект, то есть еще более мягкая рассрочка, но более длительный срок. Так, ну что, как вам проект? Мне прям очень нравится. Кстати, такая площадь всего лишь за 140 тысяч долларов, за 142 у вас 50 метров от моря. Под аренду просто на улет будет улетать. Можете приезжать сами жить у вас какие-то дни, а когда сами не живете, не месяца, может. Когда сами живете, сдавать в аренду и очень хороший доход получать. Вот, вот этот проект у нас, который 50 метров до моря. Вот здесь внутри, видите, тоже и бассейны, прям как лагуны я их называю. Очень большие площади, и пальмы, и зоны отдыха. Вот. Ну, здесь 2,5 километра от моря, здесь подальше будет. Так, как вам проект? Мне очень нравится, очень классно. Все, едем дальше. У нас еще много проектов впереди. Так, смотрите, декабрь 2024 года у нас стройка должна закончиться. И как мы видим, уже все практически возведено. Осталось еще совсем немного этажей, и все. И потом уже отделку можно делать. Все думают, что я только по офисам езжу. Так что я вот не только по теплым, уютным офисам езжу, где кофе пью, но и по стройкам тоже езжу, лажу. Вот видите, все у нас там коммуникации. Можно посмотреть, как электричество идет, разводка, короба. Вот. Но чтобы туда пойти на отказку одевать, сейчас не пойдем, потому что у нас еще много-много объектов, надо все объездить, посмотреть. Самое главное, что видите, как строится скоро сдача, вернее даже декабрь 2024 года сдача, а уже все осталось чуть-чуть. Уже можно отделку начинать делать. Ее хотя параллельно делать, видите, электрик уже
Пока возводятся этажи, уже нижние этажи с электрикой идут. Если мы поедем вот по этой дороге, где-то через 7 минут приблизительно приедем до пляжа Лаяна. А если поедем налево, через 35-40 секунд мы в Бот-авеню, повернуть направо, 2,5-2 минуты мы на пляже рядом с Дуситом приблизительно. У нас будет шаттл-бас в начале каждого часа, открыт автобус где-то на 20 человек, который будет везти через Бот-авеню людей на море и возвращать обратно. Здесь относительно цен пресейл уже нету, то есть потому что строительство началось, уже пошел практически 3-й этаж здесь, цены относительно уже поднялись. Но все зависит от клиента, то есть зависит от того, какая цель у клиента. Если он покупает квартиру для того, чтобы жить, и, скажем, главная цель пораньше переехать, то разница в цене его не очень беспокоит. В этом здании есть и 42 квадрата однушки, 51 квадратов однушки, 87 квадратов двушки. Все это в наличии имеется. Но в этом здании также имеется 3 квартиры двушки, 87 квадратов, которые находятся в этом здании. У нас первый этаж парковка. Жилой, первый это второй получается. И в этом здании на 3-м этаже есть 88 квадратов, которые смотрят на север. За деревьями находится гольф-поле. 88 квадратов, тоже двушка. То есть цены на эти 3 квартиры на двушке, они считаются как бы ценами пресейл. Они достаточно выгодные, то есть можно как бы сделать инвестицию. Ну, а остальные как бы квартиры, которые выше этажами, там цена уже, не будем считать ее пресейл, чуть-чуть завышена, потому что строительство уже началось. А минимальная стоимость 9 миллионов 765 тысяч, это по прайс-листу. Ну, скидка есть некая, то есть когда клиент хочет купить, ну, соответственно, мы обсуждаем цену и скидку делаем. Это у нас one bedroom? Two bedroom, 87 квадратов, 9 миллионов 765 тысяч, мы ее можем отдать. 42 квадрата есть на 7-м этаже, 6 миллионов 184 500. Есть 51 квадратов на 5-м этаже, 6 миллионов 846 тысяч. Там другая ситуация, там цены пресейл. Мы сдаем это строительство в 2026 году в марте. Этажам чем выше, тем цена поднимается. Ну, у нас в Турции также. Да, значит, а вы в Турции где живете? Анталия. Анталия? Да, там 2 года уже. Я 20 лет прожил в Анталии. Да? В каком районе? В Белеке жил я. Ага. Не, Я мы был. прям в Анталии, прям Конь-Алты. Здания С и Б, они идентичны. По краям двушки 72 квадрата. По центру это однушки 36 квадратов. То есть минимальная цена на квартиру 4 миллиона 747 тысяч. Это цена из прайс-листа. И 8 890 тысяч, это 72 квадрата в том углу. В этом здании у нас по краям двушки 81 квадратов, а по центру однушки 40 квадратов. Каждое здание имеет свой бассейн, имеет свой фитнес, будет стена 2,5 метра и камера, охрана, все в таком формате. На 300 метров, такой детский уголок, бассейн, теннисные корты по резервации, здесь будет бассейн с фонтанчиком, а это будет клабхаус для вил. Под каждым зданием свой будет фитнес. Да. Но фитнес имеется в виду, это будут гантели и беговые дорожки. Парковку первый этаж, да. О котором мы говорили, который через год сдается. Там, где синие палатки, будут здания С и Б, зеленая крыша, это будет здание А. Да. И дальше будут виллы. Разные этапы строительства есть, можно выбрать. Да, это через год сдается, там сдается в 2026 году в марте. Виллы сдадутся намного раньше, чем здание там. Вот это... Отсюда у нас 2,5 километра до моря получится. Так, 40 квадратов у нас one bedroom. Давайте еще рум посмотрим. Да. В 40 квадратах кухня с 2 сторон, мраморная. Здесь у нас будет посудомоечная машина. Стиральная машина будет на балконе. Получается техника Samsung. Холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина. 2 телевизора в каждой комнате, в ванной, извините, в спальне и в гостиной. Тоже Samsung. Кондиционеры фирмы Carrier находится один здесь, встроен в потолок, другой при входе в ванную тоже встроен в потолок. Да, балкон, ширина достаточная, можете посмотреть. Да. Как вы сказали, стиральная машинка на... Она будет здесь. Да. Пол SPC.
Stone полимер композит. Они водостойкие. Потом расстояние от стены до кровати достаточное. В ванной комнате у нас матовый пол, чтобы скользко не было. Ширина в душевой достаточная, чтобы там удобно было принимать душ. И мраморные полки, керамогранит, хорошее качество декора. И здесь также мы используем мрамор. Да. Так, а квартиры сдаются с мебелью, без мебели? Абсолютно все включается. Полностью все, как Да. мы видим, все вот так входит. Да, Даже всё шторы. только посуды нету, посуды нету и некоторые аксессуары нету. Да. Все остальное включается. Все отлично. Спасибо. Пожалуйста. Это мрамор. Прям мрамор Да, настоящий. конечно, смотрите, жилки здесь. Можете потрогать. Мгм. Никакой не фальш, как мы Да, привыкли настоящий очень мрамор, часто. да. И Очень в хорошее ванной качество комнате отделки. мрамор. И в ванной комнате еще вот там посмотреть, там тумбочки, на них тоже в верхней части тоже мрамор. Вот на тумбочке тоже мрамор. Мгм. Да. Много задействовано материала. Если 100% заплатить, мы ее за 25 отдадим. Через 1,5 месяца сдается. 25 миллионов бат. 340 квадратов земля, застройка 227. Мгм. Этот ряд через год сдается. Земля 380, застройка 285. Если положили камень, это застройка. Получается, минимальная цена 25 миллионов, да, бат? Это если Да, все заплатят 25, отдадим, одна осталась. Мгм. Это У нас 27 получается 700. 693 тысячи долларов. 27 700 Мгм. это через год сдаем. Тоже 3 спальни одноэтажные. Это 4 спальни одноэтажные. Всего одна такая осталась, 31,5 можем отдать ее. Да, а это 4 спальни двухэтажные, плюс мультифункциональная комната с террасой. Это 42 370 стоит. И здесь от 50 миллионов 5 спален. Это все вилл, получается 2,5 тоже до моря. Но... Так, сейчас приехали смотреть еще один проект. Здесь уже у нас все построено. Здесь уже даже живут. Во многих комплексах в Таиланде так распространена инфраструктура. То есть у вас и кафе, и столики, и лобби-зоны, зоны, где можно поработать, посидеть, отдохнуть. Ну, естественно, шезлонги, лежаки, бассейны. Так, смотрите, у нас еще один интересный проект. 500 метров до моря всего лишь. Вот мы здесь прям как раз в этой локации находимся. Одна часть уже построена, вторая строится. Вот вы можете видеть соседний блок, вон он там строится. Так, ну и смотрите, цена от 111 тысяч долларов всего лишь. Это студия, 25 метров. Вот, так цены, конечно, в батах все, 4 миллиона бат. Вот, и потом есть one bedroom, 6,5 миллионов бат, и есть two bedroom, 12 миллионов бат. В общем, разные варианты. Вот, срок сдачи апрель этого года, 24 года. Вот, здесь 5-звездочные, как отель даже, это все делается, а здесь 4-звездочный. Ну, на самом деле, цена хорошая, вот, можно как самому жить, так и пока вы не живете, сдавать в аренду. И поскольку 500 метров от моря, очень хорошо будет уходить в аренду, и цена очень хорошая. Есть рассрочка, также первоначальный взнос взносите, 35%, это в основном стандартно по Пхукету, и потом остальное уже до конца строительства. Есть разные сдачи, вот это вот в апреле этого года сдается, это уже попозже, другим этапом. Поэтому вот так вот. Очень красиво. Здесь прям, видите, вот на территории сейчас вот только все сдалось. Заполняется, и кафе есть, и вот бассейны сейчас доделываются. Вот прям только все заехало, вся мебель даже вот прям в упаковках. Так, поэтому, если кому интересно, пишите. Организуем вам показ. Хотите офлайн здесь, или я буду, или менеджеры с вами поездят, покажут вам разные комплексы. Вот, либо же онлайн тоже можно сделать Zoom-встречу. Вот, все презентовать, разные комплексы, показать, где локация находится. Вот, и выбрать. Ну, а также не только Таиланд, но еще Турция, Дубай. Если кто вдруг не знает, и Россия. Если хотите купить, продать, все можно. Цены прямые от застройщиков у вас, все контракты с застройщиком будут без всяких агентских комиссий, наоборот, на стоп всякие бонусы, помощь там, ВНЖ, резидентство, смотря какая страна, открытие счета в банке и так далее. Вы можете прямо с детками приезжать, деток здесь можно занять чипсиками, угостить печеньками, также в игрушки поиграть, в игры разные. Ну, а взрослые могут все поизучать подробненько, посмотреть все проекты, планы застроек и, естественно, планировки лучшие выбрать. А еще можно поучаствовать в конкурсе, выиграть iPhone 15. Ладно, шутку, можно и двухкомнатную квартиру выиграть.
Это тоже шутка. В общем, иногда бывают всякие конкурсы. Давайте я обзор номера сделаю. Так очень быстрый, не как обычно. Здесь у нас 39 метров. Вот, это у нас уже здесь готово. То есть минимальная цена здесь 7 миллионов 800 тысяч бат. Да, и вот там будет строить. Насколько прирост идет цены. Здесь типа 5 звезд, там 4 звезды. Не сильно, я думаю, что большая разница. Будет ванна, душ, 2 раковины, туалет. Туалет, видите, непростой, а с такими штучками. Вот. Вы можете здесь жить 30 дней в низкий сезон, либо 15 дней в высокий сезон. Остальное время должны отдавать под сдачу, вот, чтобы это вам приносил доход. Это в этом комплексе. Вот в соседнем комплексе уже будет по-другому. Там уже можете выбирать, как хотите. Сами управлять недвижимостью или отдавать управление. Площадь очень большая. Я бы здесь вообще 2 комнаты сделал. Но поскольку это гостиница, как сделан, как отель точнее. Поэтому, как вам номер, пишите. Полностью всем занимается как управляющая компания. Так, и балкон. Давайте я вам еще не показал. Здесь вид у нас сюда на бассейн. Есть еще номера с раздельными кроватями. Так, естественно, здесь свой ресепшн есть и очень-очень веселый, приветственный персонал. Все улыбаются. Молодцы. Так вот, про визу мы стали разговаривать. И получается, какой самый простой способ, чтобы люди вот купили квартиру, хотят год пожить здесь? Как можно легализоваться? Не работая. Ну да, не работая, отдыхая, удаленно работая. Ну, здесь самый бюджетный вариант, конечно, учитывая, что сейчас 90 дней можно находиться, да? Сейчас можно 90 дней, да, безвыездно находиться. Да. Ну, то есть, соответственно, это вот способ будет самый бюджетный. А после 90 дней ты должен выехать уже, да? Да. Или можешь поехать получить визу? Можно выехать в соседнюю страну. Так, а если мы хотим сразу на подольше остаться, то какой есть? Подольше вообще оформляются. Есть вариант студенческая виза, но по ней нельзя работать. То есть это ты при школе как будто учишься. Можно действительно учить язык какой-то, выбираешь английский, тайский или еще какой-то вариант. Либо рабочая виза, то есть это будет предпоследний вариант. Рабочая виза, это открывается компания, то есть все тонкости этого, это все бухгалтер делает, с этим, конечно же, мы тоже все помогаем, потому что все какие-то проверки, к примеру, сейчас проходит проверка с Бангкока, то есть должно быть все очень правильно сделано. Все правильно оформлено, да. И самый дорогостоящий, но, наверное, за комфорт как раз, дорогостоящий вариант, это называется Elite Visa. У нее есть несколько категорий. То есть я сейчас не буду перечислять, там порядка 5-6 вариантов. Ну, то есть, что это такое? Это ты оформляешь себе визу, которая стоит, например, 600 тысяч бат на человека. Или если на двоих там что-то по 800 тысяч. С прошлого года были изменения. Ну, то есть, опять же, по цифрам это надо отдельное внимание. Но то есть смысл в чем? Что ты получаешь себе VIP-проход. В первую очередь ты получаешь себе вот все это время, тебе не нужно никуда выезжать. То есть ты находишься, можешь постоянно находиться на протяжении там 5, 10 или там 15 лет. То есть, короче, за 600 тысяч бат покупаешь себе чуть не ПМЖ как бы. Ну да, своего рода. И туда перечень еще какого-то комфорта входит, как вот VIP-проход, допустим, при перелете, трансфер и так далее. Даже, да. Это официально от государства такой продукт? Это вообще, да. Ну, это вообще, как сказать, частная компания, они в тандеме создали вот такую программу. То есть это достаточно финансово. Ну, это тем, кто прям на постоянно хочет сюда переехать. Да. Такой вариант. Есть такая информация, что при покупке виллы дарят эту элит-визу. Настолько рынок динамичный, что застройщики на самом деле не очень на это идут, поэтому рассчитывать, то есть, во-первых, это точно покупка в десятках миллионов должна быть, соответственно, это вилла. Вот. И уже индивидуально с каждым застройщиком этот вариант обсуждать, потому что это... Ну, можно просто скидку выторговать и на эти деньги заказать себе. Да, или такой мы, вариант. если что, вам поможем со скидкой у застройщика. Да, то есть все это официально, все отработано. Есть разные варианты, да, как легализоваться, смотря
надо отталкиваться от цели, на какой срок вы хотите. Вообще, какие у вас цели? Можно же, там говорят, замуж выйти, жениться, это не поможет. Здесь Лучше нет визу такого. делать. Нет, здесь не поможет. Здесь вообще, да, не дают такой, если ты вот поженился Ну, там. нет, там надо, как в других странах, да, это частая практика. Нет, здесь такое. А если правда любовь, вот как им жить дальше? Нет, таких пар, кстати, очень много. Здесь очень красиво. Да, ну то есть здесь пешая доступность. Вот мы Новый год здесь с друзьями справляли, у них вилла здесь. Мы пешком пошли и на пляже все это дело отмечали. Это у нас северная часть, получается, пляжа. Да. Стройки, стройки. Первая линия, можно сказать, потому что Это вот туда да, раз да, и так и все. есть, потому У нас что- там уже море. Мгм. Так, и вот здесь у нас строится вот этот Beachfront, так называемый проект, который я вам показывал у застройщика. Вот 50-100 метров и море. Так, смотрите, это у нас получается северная часть пляжа. Здесь у нас есть два интересных проекта. Вот у нас 40 тысяч, и второй сейчас попозже заглянь. Вот смотрите, какая здесь природа. Пихта, пихты, птицы вот так вот верещат. И прям пляж, вот не знаю сколько тут, 100 метров, все, и пляж. Ну, так и называется вот эта вся бичфронт, потому что пляжная линия. Такой рай. 70 метров, и все, и вы уже на пляже, на море. Это у нас получается северная часть. Вот мы с вами были вон там вот слева, и сейчас северная часть. Остров, скажем так, переместили, северная часть пляжа. Облако небольшое. И здесь у нас, смотрите, просто песочек, как мука, смотрите, нежнейший вообще. Пляж широченный, длиннющий, плотный, это все. Там огромный пляж идет. Пихта, облепихта наши любимые, там тенечек, естественное море. Красиво, скоро закатится. Так что приезжайте. Я катаюсь, повозится. Покажут вам у нас на локации, все локации покажут. Можно онлайн тоже выбрать. Как вам? Пишите. Мне очень нравится. Школы, сады здесь тоже все есть. Вся инфраструктура, очень много населения, СНГ живет. Прям вот Бангтау, это самый популярный район. Смотрите, что здесь у нас море. 70 метров, и здесь у нас начинается проект. Здесь у нас от 439 тысяч долларов. 72 метра. Площадь гигантский. Первая фаза. Здесь, ну, получается 3 метра бергамота. Уже вторая фаза. И здесь у нас от 222 тысяч долларов. Получается цена. Здесь будет огромный комплекс. Здесь больше это позиционируется как бизнес-класса уже все. Потому что площади большие и квартир не так много. Так, ну что, как вам квартиры? Сейчас я уже вернулся в Камалу под закат. Уже практически наш пляж. Пишите свое мнение. Ну, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Огромное вам всем удачи, как всегда. И пока. Не замечайте на отдыхе мелочей, держать солнце, морем, позитивными эмоциями, вкусняшками. Все, надо где-нибудь пойти пообедать во время заката. Очень красиво, да? Как же классно вечером по набережной прогуляться. Атмосфера. Сейчас супер прохладненько, так, солнце уже не жарит. Очень здорово. Мега романтическая атмосфера здесь. Слушайте, ну когда днем гуляешь, тут одна атмосфера, а когда вечером уже другая. Тут, знаете, прям такой Walking Street получается. Бары очень классные, везде можно посидеть, все светится, зажигается. Прям обалденно вообще. Прям атмосфера мне нравится. Днем ты ее не замечаешь, как когда идешь. В общем, бары днем одни, вечером они другие. Очень атмосферно получается. Но есть такие кафе популярные, прям где даже очередь, чтобы сесть. Поэтому, чтобы не стоять в очереди, мы пойдем чуть подальше туда, к нам в сторону. Ну и в наше любимое кафе сядем. Я еще хочу искупаться. Сейчас закажу и купаться.